Приветствую, друзья! И мы, как всегда, в Ля-Рошеле, понтон номер 55. И у нас сегодня на обзоре вот такой аппарат. Он вас не удивит, потому что у нас уже была эта яхта на обзоре, но там мне не понравился черный корпус. Вот, поэтому я решил, значит, заказать нам на обзор красную яхту с черными парусами. Если серьезно, это RM1180. Это вот такая классная лодка, которая мне очень нравится. И у нас было очень много вопросов после того видео. Верфь предложила нам сделать еще один обзор, еще один тест-драйв, потому что без тест-драйва RM ну как бы никуда. Вот поэтому ловите RM1180. А с вами Саша Горан, и вы на самом яхтенном канале Интерпарус. И погнали в Бискай! Перед тем, как мы выйдем, немножко цифр. То есть RM1180, соответственно, и размер у нее 11,8 метра. Также важно оценить ширину этой лодки. Она 4,4 без малого метра. Вы можете оценить, да, простор вот здесь в кокпите. Но это не проделки маркетологов. Это действительно необходимый момент для этой яхты, поскольку она глиссирующая яхта. То есть, по сути, это, наверное, единственный семейный круизер, который глиссирует. Вы не видите здесь столика в кокпите, поскольку это заводская лодка, предназначена только для тест-драйвов. Так вы можете заказать любой столик себе здесь, съемный, стационарный. Данная версия с двумя килями, у нее осадка 1,95. С монокилем у нее будет осадка 2,25. И водоизмещение, то есть вес этой яхты 7,7 тонны, при том, что порядка 40% от этой массы у нее в киле. Вот, то есть лодка достаточно остойчивая, быстрая, тем более у нас сейчас версия с карбоновой мачтой. Парусов мы будем нести 110 квадратных метров, Генуя и Грот. И вот они сделаны из такого материала, как DFI. Они покрыты такой специальной смолой. Они получаются очень тонкие, жесткие и легкие. Вот мы и оценим, насколько они хороши. Вы видите, что здесь погон гикошкота проходит вот здесь прямо в кокпите. Вот, и сразу зададитесь вопросом, как же решается вопрос с бимини. Очень легко, есть несколько вариантов. Он может делаться из двух частей, с боковыми, латеральными частями, и очень много вариантов, поэтому этот вопрос решается в легкую. Яхта оборудована электроникой BNG. У нас здесь два монитора по 9 дюймов, еще два мультифункциональных дисплея на крыше рубки. Здесь пульт управления автопилотом. Вот посмотрите, какие низенькие хендрейлы. Далее тут у нас подрулька Side Power находится, туннельного типа. Вот, управление двигателем Volvo Penta. Здесь 50 лошадей. Можно поставить Янмар, Перкинс, все, что хотите. Вот, то есть лодка, ну, оснащена с умом и без фанатизма. Вот такие модненькие штурвалы Гойо у нас стоят. Вот здесь вот такая резинка вставлена. Ее можно менять в зависимости от настроения, ну, либо в целях гигиены. У нас здесь на борту карбоновая мачта Z-Spars. Вот, немножко такие простые направляющие. Можно было бы поставить шарикоподшипниковые, которые просто обваливают моментально парус. Но для заводской яхты и это нормально.
И карбоновая мачта, она не только для красоты, не только для украшения. Карбоновая мачта улучшает остойчивость лодки и позволяет чуть быстрее идти по ветру под парусами. У нас здесь очень интересная скрутка Генуи от фирмы Nex. Вот с такой бесконечной веревкой, с бесконечным линем. Я такую не тестировал, буду первый раз тестировать. И обратите внимание, вот опциональные такие черные рейлинги у нас. Очень стильненько и качественно. А также вы видите бушприт, он из карбона сделан. То есть карбоновый бушприт и уже с полной подготовкой под downwind паруса и с роульсом внутри. Что ж, теперь кратенько пробежимся по салону, потому что в предыдущем ролике мы делали более полный обзор. Во-первых, смотрим 3 ступеньки. Очень невысокая разница высот между салоном и кокпитом. Это как бы, ну вот, приятно радует. Во-вторых, мы оказываемся в очень просторном, в очень светлом салоне, и не каждая яхта может таким похвастаться. Почему? Потому что жесткий корпус, сделанный по композитной технологии, дает возможности разместить побольше иллюминаторов. То есть корпус здесь уже сам по себе очень жесткий. Поэтому вот такое количество иллюминаторов никак не нарушает его жесткость, не ухудшает наши характеристики, ни ходовые, ни шумовые никакие. И в итоге вот эти иллюминаторы дарят нам столько света, столько пространства. Также вы увидите, что вот в этой части нету шкафчиков. Это тоже сделано в угоду мореходности яхты. Вот. А плюсом мы получаем дополнительное визуальное пространство. То есть салон, ну, очень-очень-очень просторный. Салон, скажем, с небольшим количеством вот шкафов, но они присутствуют. На камбузе вы видите есть. Камбуз полноценный, П-образный, с нормальными холодильниками полноценными. У вас есть рабочая зона здесь. Вот даже все вот угловые пространства, они решены, они заполнены. Вот, то есть нельзя назвать его аскетичным, таким как у гонщиков, таких как Пога или JPK, либо других. Вот, то есть это на самом деле семейная лодка. И да, сделано вот сейчас все в таком минималистичном модном стиле, но вы вот все вот эти плоскости, которые ниже уровня палубы, вы можете сделать все в дереве. Вот в таком, допустим, вот здесь такой шикарный тик, вы можете это все сделать в тике, в вишне, в беленом дубе, во всем. В любом дереве, которое вы хотите. Шпон можно нанести, это будет чуть дороже, но это возможно. Вот, поэтому давайте пробежимся. Камбуз, как я сказал, вполне нормального размера, достаточно хорошо и качественно он оборудован. Вот, за моей спиной полноценная большая каюта. Я могу сюда войти. Вот. Да, не, ну помещаюсь, надо мной есть еще пространство. Кровать квадратная, вполне жилая, где-то 1,2 м на 1,60 м на 1,70 м, вот разброс. Вот. Также здесь присутствуют полочки, здесь достаточно уютненько. Дополнительные иллюминаторы мы можем врезать вот здесь, вот, который будет уходить в кокпит, и увеличить вот тот кормовой иллюминатор. Это опционально, все возможно. Здесь присутствует отопление жидкостное, Webasto гидроник. По правому борту у нас здесь находится такая полутехническая каюта, то есть она с одним лежаком и с одним таким съемным дополнительным там тумбочки, то есть ее можно использовать как для жизни такого одного-двух человек, так и для технических целей. В данном случае здесь лежат запасные паруса, то есть эта лодка только для тест-драйва предназначена. Вот прошу это как бы учитывать. Далее санузел. Санузел комфортный, он совместный. Вот, но здесь бы я ничего не менял. Тут он достаточно хорошо выглядит. Уже в стандарте идет с решеткой. Сзади расположен туалет в его кормовой части. Так, далее проход вполне
нормального размера, то есть чувствуется, как будто ты на лодке большего размера. Далее, друзья, штурманский стол. Многие сейчас его убирают, сокращают. Здесь большой полноценный штурманский стол. Хотя, опять же, при желании его можно убрать, либо поменять. Правда, ну, надо знать на что. Здесь у нас панель управления, VHF. При желании здесь можно установить картплоттер. Все, любое оборудование, какое вы захотите. Вот. Эта часть вполне... Обеденная зона вполне классическая, тут ничего я не вижу, мне нравится вот эта расцветочка такая, у нас здесь есть полки, и вот хорошо сделаны вот эти части, то есть внутри, смотрите, они отделаны деревом, дальше сделаны жалюзи, они добавляют уюта, и если нужно, вы можете затемнить свой иллюминатор бортовой. Вот. Стол можно сделать опускающимся, он будет опускаться, превращаться здесь в большую кровать такую. Вот. Также мне нравится вот эта оббивочка с обоих сторон. Вот. И еще хочу вам сказать один лайфхак. Вот на другой лодке мы вот эту белую стену использовали для проектора. То есть мы здесь установили проектор, и здесь мы смотрели там мультики, кинохи всякие вот таким вот образом. Далее, какая французская яхта без бара? И он таки здесь есть. Открываем. Здесь у нас на 6 бутылочек. Вот, можно было сделать бы больше. Так, и хозяйская каюта у нас в носу, и она очень хорошо и приятненько сделана. Мне импонируют вот эти полочки такие толковые, вот с той стороны полки, цвет матраса классный, можно без этого, без простыней лежать. Здесь вот такие вот открывашки у нас, и здесь все достаточно хорошо, добротно сделано, то есть нельзя назвать лодку аскетичной, а добротность выполнения, она как бы вызывает уважение, друзья мои. И опять же, вот все белые части можно сделать там под дерево, но я бы так без фанатизма к этому подходил. Вот так вот. Вот это, кстати, наш код Zero, и сегодня мы его будем тестировать, ну, вместе с лодкой, конечно. Поэтому погнали на тест-драйв. Что ж, друзья, выходим из порта Миним, из крупнейшей марины, как вы уже знаете, Европы. Убираем наши кранчики. Так, все чистенько у нас здесь. Ой, я в предвкушении. Сегодня не ожидается сильного ветра. Вот давайте посмотрим, как себя лодка ведет не на сильном ветру. Почему это важно? Как я сказал, это не гоночная яхта. Это яхта семейная. Вот интересно, когда слабый ветер, и вы хотите идти все-таки в переход, ну такую тяжелую, скажем, яхту из масс-продакшена не разогнать, вам бы хотелось идти под парусом. И вместо того, чтобы идти под парусом, вы идете под мотором. А вот РМ дает немножко другой яхтинг. И давайте это ощутим. И давайте пару слов о том, как управляется РМ-ка. Мы в предыдущем ролике рассказывали, кому интересно, посмотрите, но пару слов. То есть, как бы в начале большое количество такелажа, вот веревок, оно смущает, но на самом деле все очень продумано и как бы все очень систематизировано в данном случае. Все заведено вот сюда под вот эти 4 лебедочки. Вот, и все управление, даже вот в данном случае генакером, либо кодом Zero, все заведено прямо сюда. Это как бы радует, потому что вы, находясь здесь, можете управлять всеми парусами. Многие говорят, блин, а если я вот за штурвалом, и мне как бы вот хочется иметь какое-то управление там. Верфь может это сделать. Но вот эта система создана в тесном сотрудничестве с предыдущими владельцами, с владельцами, которые ходят. И вышло, скажем, вот такое место управления парусами в данном случае. Может вызывать у многих вопросы.
некоторым нравится, некоторым нет. Но, как я сказал, то есть верфь в данном случае может и поставить более классическое управление, то есть перенести некоторые лебедки, либо добавить еще одни вот сюда на комингсы. Тут у нас где компас, вот, и тут у нас штурвалы Гайо, 9-дюймовые мониторы B&G. Видите, B&G здесь также любят. Вот, отсюда вы можете управлять и автопилотом, смотреть ситуацию по ветру, по скорости. Не используют здесь маленьких мультифункциональных дисплеев, но это вот стиль такой. Опять же, вы можете это все заказать. Интересные рейлинги здесь, смотрите, как они опущены, чтобы вам не мешать, чтобы здесь веревки спокойно передавались. Кроме этого, смотрите, у нас натягиваемый Ахтерштаг. Вот, он у нас один, просто раздваивается. Здесь вы можете регулировать его натяжение, то есть регулируя наклон мачты назад. Что ж, мы подняли грот только что вот таким традиционным способом, но в конце вы увидели, я использовал электролебедку, она здесь есть. Да, Шарли это не нравится, он у нас суровый атлантический сейлор, но опять же вы себе можете регулировать, как вы хотите, немножко потренироваться, либо электролебедкой поднимать грот. Сейчас разворачиваем нашу геную, вот. И сразу обратите внимание на наши паруса. Паруса сделаны из такого материала, который называется DFI. Это очень тонкий и прочный материал. Сверху вот он покрыт такой смолой. В результате он получается легкий и в то же время жесткий. И сегодня мы тестируем. Charlie, what is wind speed? The wind speed is 11 knots. True. Yes. True. Ну, мы имеем 11 узлов ветра. Для некоторых яхт это вообще ни о чем, собственно говоря. Вот и Шарли, да, уже мужественно разворачивает нам геную. И давайте посмотрим, что и как мы получим. Шарли мне показывает вот этот материал, которым он восхищается, и я тоже. Кроме цвета, как я сказал, он легкий и более жесткий. Смотрите, ребята, значит, не могу найти сейчас apparent wind, да, вымпельного ветра, но мы имеем сейчас true wind, истинный ветер, порядка 9 узлов и 5,6 узлов идет лодка. Это скорость лодки, это скорость ветра, истинного ветра. И вот мы идем к вымпельному ветру 32 градуса. Вот наш угол. То есть идем в очень крутой бейдевинт. Что ж, сейчас мы готовимся поставить гинакер, потому что ветерок начинает падать у нас. И как раз это погода для гинакера. Но уже кто знает, тот понимает, что лодка показывает очень хорошие результаты на данный момент. 5,5 узлов при 9 узлах ветра. Море вообще спокойное. Посмотрите.
установили наш гинакер. Он специально пошит для этой лодки для слабых ветров. То есть он очень близок к коду Zero. То есть я даже задал вопрос, может это все-таки код Zero. Шарли говорит, нет, это гинакер, просто он достаточно уплощенный. И сделал он для круизных режимов, для вот таких слабых ветров. Что, сейчас будем разворачивать. Так, на данный момент что мы имеем? Мы подняли наш код Zero, и у нас сейчас скорость 7,7 узлов при ветре в 10,5 узлов. О, 7,8, 7,9. Сейчас настроим до 8. What is the wind force? 11, What is the boat speed? 8. What's the matter? Все, 8 узлов при скорости ветра меньше 11 узлов. Это наша скорость лодки, вид де бату, и скорость ветра. Вот, оцените сами. Если кому интересно, то мы идем в Бейден 50-55 градусов. Посмотрите, какой кильватор у нас. Двигатель выключен. Что ж, друзья, сейчас лодка вот при 10 узлах ветра уже выходит на глиссер. На 8 узлах самой скорости яхты мы выходим на глиссер. Ну и это вообще удивительно, просто удивительно. Насколько легкое в управлении лодка получается и насколько она быстрая. Вы видите, какое у нас плоское, да, море, то есть волны практически нет, ветра практически нету. И мы очень-очень активно скользим сейчас. То есть мы реально выходим на глиссер. То есть в ремке, где очень легкий, прочный, жесткий корпус, он позволяет очень хорошо настраивать паруса. Очень активно, не активно, а реактивно, скажем, вы чувствуете руль, получаете удовольствие от сейлинга. Хотя можно поставить опять же на автопилот, и лодка будет идти сама. И идет лодка ровно, без скачков, без сильного крена, я бы сказал. И вы получаете удовольствие от перехода, вы получаете удовольствие от управления, от парусов, от ветра. То есть нету сейчас напряжного ветра, всего лишь 10 узлов. Я думаю, вымпельный сейчас порядка 15 узлов ветер. Зацените. Ну, с РМ-кой, в принципе, не надо никакого фитнес-клуба. Удовольствие от настройки парусов такое вы получаете. Ну, бегайте с удовольствием, во-первых. Но с РМ-кой, когда вы настраиваете паруса, вы получаете реакцию. Вы чувствуете, как она убыстряется, эта лодка. И цифры показывают, что она быстрее идет. И это приносит огромное удовольствие. Когда вы занимаетесь такой же настройкой на обычной яхте, да, тяжелой, неуклюжей, но нету этой радости. Вот, то есть вы, в принципе, где-то подозреваете, что лодка должна начать лучше идти. С РМ-кой тут все по-другому. Полное удовольствие от управления парусами. И она достаточно послушная, она прощает многие ошибки. Вот так.
Блин, посмотрите, какая она все-таки легкая, а? Вот здесь ее корма на своем месте. То есть вот такое большое пространство, которое дарит широкая корма, связано с ее мореходностью. Вы видели, что мы на ней глиссировали. Что ж, подведем итог. Вы спросите меня, зачем мы еще раз вам показывали такую же лодку, которая была предварительно у нас уже на тесте. Ну что ж, не буду лукавить. Во-первых, я хотел воспользоваться возможностью еще раз погонять на яхте, которая дарит действительно удовольствие от управления парусами. Была хорошая погода. Вот, но с другой стороны, мне хотелось еще раз вам показать вот эту яркую лодку, которая благодаря технологии изготовления своего корпуса, благодаря грамотной работе архитектора Марка Ломбарда, сможет вам подарить очень интересные путешествия, то есть другой уровень. Вы сможете путешествовать практически в любую мореходную погоду. Вы увидели, что практически не было ветра, но мы шли. Мы накатали 5 часов, и я не жалею ни об одной минуте. Я получил огромное удовольствие. Каждая минута, проведенная сейчас. 5 часов мы были вынуждены гонять, потому что здесь сегизийные приливы в данный момент, здесь в Ля-Рошеле. Вот. И также мне хотелось попробовать новые DFI паруса с карбоновой мачтой. Эта лодка действительно семейный круизер. Огромное пространство внутри, огромное пространство в кокпите. И она действительно может дарить вашей семье незабываемые ощущения от ветра, от переходов, от быстрых переходов. Вы можете за ту же неделю-две посетить большее количество марин, большее количество мест. Вот. И если вас заинтересовала эта лодка, приезжайте и проведем тест. И эта лодка является хорошей альтернативой лодкам из масс-продакшена. То есть она не намного дороже, и она имеет хорошие сроки ожидания. То есть достаточно быстро ее можно получить. В то же время эта лодка действительно семейная, то есть она легко прируливается. То есть если у вас есть уже небольшой опыт, мы сможем вас дообучить на этой лодке, и вы сможете дарить огромное удовольствие своей семье. Ну, а если вас интересует просто обучение, либо круиз под парусом, вы не стесняйтесь, пишите, звоните по всем видам мессенджеров, Telegram, Signal, WhatsApp. Я буду рад вам ответить. И с вами был Саша Горан. И до встречи в море. Пока.